Очень многие меня просили снять видео о том, как я начал вязать. Вот я постараюсь немножечко рассказать, как я начал вязать. Научила меня вязать моя сестра. Мне было на тот момент, наверное, лет 15, а сейчас мне 33. И однажды она пришла со школы, у них были уроки трудов, и, значит, их там учили вязать крючком. Спицами не помню, и спицами тоже. И вот она пришла со школы, что-то там крючком вязала, и мне стало интересно просто, как получается эти узлы всякие. Ну, в общем, мне сам был интересен процесс. Ну и в итоге я ей сказал: Анжел, ну покажи мне, как вязать. Ну и все, она мне показала. И в итоге я начал вязать крючком сначала, а потом уже даже попробовал спицами. В итоге она вязать бросила, а я продолжил. Самое интересное то, что я вязал только столбики без накида, потому что как вязать какие-то другие элементы я не умел и негде было особо посмотреть. Это сейчас интернет, столько всяких элементов, мастер-классов. И самое главное то, что куча бесплатных. Учись не хочу. Но на тот момент я вязал только столбики без накида. Ну и соединительные петли я знал. Даже столбики с накидом, столбики с двумя накидами всякие. И про рельефные я вообще молчу. Я не знал, как это вообще делается. Да и не было как-то такого. Ну, может быть, и было. Но так как раньше не было интернета такого, да даже не такого, а вообще у нас не было интернета. Соответственно, брать информацию было особо негде. Ну, может быть, можно было найти эту информацию где-то в книгах, в учебниках, в книжных магазинах поискать. Ну, тоже я как-то хотел купить книгу, нашел хорошую, которая мне понравилась. Там была куча узоров всяких, элементов. Но она стоила на тот момент 400 с лишним рублей. Если сейчас 400 рублей, как бы это большая сумма денег за книгу, вы представьте, что такое 400 рублей. Это был, наверное, если не ошибаюсь, 2006 год. То есть даже тогда 400 рублей это были большие деньги. Если они сейчас большие, то в тот период времени были еще больше, как бы сумма значительная. Но даже несмотря на это, я старался что-то там вязать. И при том, что я начал вязать с вещей. Я сестре связал такой какой-то джемпер. Я постараюсь найти фотографию, вставить, чтобы вы посмотрели примерно. Это чисто любительская работа. Мне было 15 лет. Как, что, откуда берется, я не знаю. Я просто вязал на глаз, может быть, сделал там какие-то детали, приложил к кофте или футболке своей сестры и связал ей вот такой вот джемпер. Пряжа классная, я когда ее увидел, я ее сразу купил. Это была 100% вискоза, меланжевые нитки цвет. И цвета такие классные, мне очень понравилось. Все это блестит. Я думал, вау, как классно, я сейчас забомблю крутую вещь. Ну, вы знаете, даже несмотря на то, что у меня опыта вообще никакого не было, я крючок взял на тот момент, грубо говоря, 2-3 дня назад. И я даже сумел вот это связать. Думаю, ну ничего себе. Потом я даже пытался вязать спицами. Я связал бабушке свитер на спицах. Фотографий, к сожалению, этого свитера нет, но бабушка в нем ходила. То есть без всяких даже регланов и без вот этого подъема на росток я не умел это вязать. У меня получилось достаточно нормально. То есть я даже сейчас в шоке. Даже на данный момент времени, что я уже вяжу как бы долго, я даже сейчас удивляюсь, что у меня такие вещи получились на тот период времени. Но потом это было то время, когда я учился, наверное, где-то в 10 или в 11 классе. Уже я забросил крючок, потому что некогда было, были экзамены, поступление в университет и так далее. Поэтому я забросил и крючок, и спицы. И вот только спустя 100-500 лет, если я не ошибаюсь, это 2020 год, когда наступила вот эта жесть с болезнью, в которой все ходили в маске, не буду произносить название, а то я слышал то, что если где-то произносить название этой болезни, могут заблокировать канал, поэтому я не буду, но мы все знаем, что у нас здесь было. И, значит, на тот момент, когда началась вся эта канитель вот с этой вот штукой со всей, большинство предприятий всего закрылось, а я работал на тот момент в барбершопе. Барбершоп – это салон только для мужчин, где стригут стрижки и стригут бороды. И я, значит, работал на стрижках, но так как все закрылось, на тот момент закрылось все на полгода, и я полгода как бы жил на накопления, которые у меня были, потому что без работы зарплату не получаешь, ничего, а жить как-то нужно. Я в Инстаграме наткнулся на всякие
фотографии, посты, что много людей вяжет на самом деле, я не знал об этом. Я вспомнил, оказывается, то, что я умею вязать, и начал вспоминать все вот эти свои азы, как я вязал. И у меня дома на тот момент был круглый большой стол, ну как большой, в диаметре он 1 метр, ну такой достаточный стол большой. И я захотел на него связать скатерть. И я думаю, ну дай-ка я поищу, может быть есть какие-то мастер-классы в интернете. И я нашел в ютубе канал Ирины Маркеловой. И я посмотрел у нее несколько скатертей, мне понравилось. Я, если не ошибаюсь, связал по ее мастер-классам в ее канале 2 круглые скатерти. И все, и после этого, как я связал эти скатерти, я не смог вообще остановиться. Я вяжу теперь каждый день, вот уже с 2020 года получается. Нет, вру, не с 2020, с 2019. То есть я эти скатерти начал вязать в 2019. В 2020 случилась вот эта вся фигня, закрылся мой барбершоп, салон на полгода, я сидел без работы. То есть я уже скатерти себе связал, вспомнил азы. И тут в Инстаграме я натыкаюсь на то, что проходят разные мастер-классы, мастера придумывают сами какие-то узоры. И, значит, я попробовал поучаствовать в каком-то совместнике, он тоже был бесплатный, по вязанию рельефной салфетки. И для меня в тот момент рельефное вязание было просто открытием. Я никогда не знал, что можно что-то такое делать. И вот я провязал уже много разных рельефных салфеток в совместниках, по другим каким-то бесплатным мастер-классам. И в ютубе тоже есть очень много. Научился, набрался опыта. И мне уже само начало приходить в голову то, что как бы я сделал, какой бы узор, может быть, я по-своему бы как-то сделал. И я решил попробовать сделать свой первый дизайн. Он называется Линет. Я вот его изобрел, сочинил, сделал описание на него, нарисовал схему. Все это было для меня открытием. Я не знал вообще, как я правильно что-то описал. То есть я все писал, грубо говоря, своими словами. То есть не те мастер-классы, которые есть у меня сейчас, где у меня разжевано просто все до всякой запятой. Я написал, как я видел, как я понимал. И решил провести совместник по этой моей салфетке Линет. Совместник у меня был бесплатный. Я выложил ночью пост о том, что я набираю совместник на эту салфетку. Думаю, проснусь и посмотрю, есть ли там вообще что-то или нет. Зайдет кому-то, она не зайдет. Я утром просыпаюсь, а у меня просто телефон бомбит. Сообщений просто от мастеров куча, что готовы участвовать в моем совместнике. У меня сердечко вот так заколотилось. Я думаю, ёпрст, ну все, Эдик, ты попал. И все, я начал этот свой первый совместник. Связал эту салфетку порядка, наверное, 500 человек. И потихонечку, как бы, мастера начали меня узнавать. Много людей начало подписываться. И вот так я продолжил свое вязальное вот это дело. И спустя полгода, когда уже вся эта канитель закончилась, когда все уже начали снимать маски, и когда все начали возвращаться на работу, открылся мой салон барбершоп, мне хозяин позвонил, владелец барбершопа: Эдик, ну что, мы открываемся, выходи на работу. А у меня был тот самый период, когда у меня вязание вот так все перло. Я на тот момент уже сочинил 4 дизайна. Это вот Линет, потом Бри, потом Сьюзан и потом Габриэль. Я уже влился так во всю эту сферу, то что я думаю, я не могу сейчас это бросить и вернуться работать в парикмахерскую. Думаю, если вдруг что у меня не получится дальше, ну хорошо, я вернусь. С этой парикмахерской ничего не случится. Я в любой момент смогу туда вернуться. Если не в эту, так в другую. Думаю, а пока у меня получается здесь, я бросать это не хочу, потому что в течение полугода я сидел без работы, без денег, и тут у меня получилось все это сделать так, что очень много людей меня узнает, приходит ко мне, приобретает мастер-классы. У меня много бесплатных мастер-классов здесь у меня в ютубе, вы также знаете. И вот так уже прошло больше 3 лет, как я только вяжу. Я только вяжу. Каждый божий день. Вот такая, грубо говоря, моя история про начало моего вязания. Не знаю, вроде все рассказал. Надеюсь, то, что я продолжу выкладывать вот такие видео в виде влог, да, как называется, что параллельно происходит, как я работаю, как у меня, может быть, рождается какой-то новый дизайн салфетки, где я, может быть, параллельно вяжу какие-то новые бесплатные дизайны, скатерть или еще что-то. Например, сейчас, в данный момент, я вяжу прямоугольную скатерть. Очень много людей просило у меня снять мастер-класс по прямоугольной скатерти. И сейчас как раз я переехал в новый дом,
И у меня там прямоугольный стол. И вот я решил, у меня вот прям стимул появился связать на него скатерть. Вот, я надеюсь, что этот мастер-класс вам понравится. Пока у меня вся скатерть, конечно, вся такая жухлая получается. Ну, многие знают то, что в процессе работы все скатерти и салфетки, они такие все мятые. Только после ВТО, влажно-тепловая обработка, уже работа приобретает божеский вид, скажем так. И надеюсь, что в скором времени я ее завершу, потому что сейчас у меня подходит фаза к уже обвязке. То есть всю основную часть скатерти я провязал. И надеюсь, что я ее скоро завершу, оформлю мастер-класс бесплатный. Он будет у меня здесь в YouTube. И будем вместе с вами вязать эту прямоугольную скатерть.